В Северной Корее существует закрытая система, которую называют «батальон удовольствий». Это элитный гарем для высших чинов партии. Девушек отбирают как товар, обучают, как обслуживать, изолируют от мира. Их тела лишь инструмент, их воля не имеет значения. Про это не пишут в новостях. В официальных документах этих женщин не существует. Но они были, и они до сих пор есть. Перебежчики, которым удалось сбежать, говорят об этом открыто. И от того, что они рассказывают, стынет кровь. Мы расскажем о том, что десятилетиями скрывают за высокими стенами и глухими дверями. Без выдумок, без прикрас. Только то, что действительно происходило. И из тех немногих источников, которые просочились сквозь трещины тотальной цензуры. Вербовка девушек в Кипум-Джо начиналась через школы, колледжи, внешкольные кружки. Идеальные кандидатки, стройные, молчаливые, преданные партии. Девственность была обязательным условием. Перед тем, как быть принятыми, девушек проверяли медики. Полностью. Осмотр включал гинекологический контроль, иногда прямо в кабинетах школ, под предлогом заботы о здоровье. Официально профилактика, по сути же отбор на сексуальное рабство. Из рассказа перебежчицы Михян. Меня забрали после физкультуры. Я подумала, это медосмотр. Нас было 3. Медсестра не смотрела в глаза. Потом пришел мужчина с блокнотом. Сказал, что у меня лицо чистое, фигура подходящая. Через 2 дня меня увезли. Чаще всего родителям говорили, что дочь направлена в культурный лагерь, что она будет служить на благо страны. Иногда не говорили вообще ничего. Жертва просто исчезала. Один из перебежчиков, служивший в системе безопасности, рассказал. Офицеры знали, что именно ищут. Отбор шел как на кастинг. Улыбка, осанка, молчаливость — все оценивалось. По слухам, отбором кандидаток лично занимались специальные офицеры, назначенные отделом номер 39, тайным подразделением при ЦК Трудовой партии. Именно этот отдел контролирует личные расходы Кима и всей элиты, включая развлечения. Для девушек, которым отказывали, это был шанс вернуться к обычной жизни. Но для принятых начиналась новая ужасная глава. Их уже не называли по имени, только по номеру. Некоторые пытались сбежать оттуда, но побег был невозможен. Их окружал мир, в котором даже птицы подчиняются вождю. Снаружи ничего особенного, просто здание с глухими окнами или роскошный особняк в горах. Охрана, забор, камеры. Внутри же стерильная тишина и постоянный контроль. Добро пожаловать в место, где девушке не разрешается даже выбирать, о чем думать. Жизнь внутри отрядов удовольствия подчинена строгому распорядку. Подъем в 6 утра. Йога, хореография, процедуры по уходу за кожей. Затем обучение, как разговаривать с офицерами, как себя вести, как обслуживать на банкетах. Их учили пить, танцевать, смеяться в нужный момент. Но главное — быть послушными. Еще одна цитата перебежчицы Михян. «Мы не имели права говорить без разрешения. Даже если кому-то становилось плохо, нужно было поднять руку и ждать. Было строго запрещено плакать. За слезы могли наказать, отправить в одиночную комнату на 3 суток без еды. Комнаты девушек выглядели как гостиничные номера. Мягкие кровати, тумбочки, зеркала. Иногда даже телевизор. Но двери всегда закрывались снаружи. Контакт с внешним миром отсутствовал полностью. Ни газет, ни писем, ни телефонов. Вечером, если был визит гостей, девушек вызывали по списку. Никто не спрашивал, хочешь ты или нет. После ужинов — отчеты. Кто как вел себя, кто улыбался не в ту сторону. Одну девушку уличили в том, что она неуверенно посмотрела в глаза офицеру. На следующий день ее уже не было. Остальным сказали, она недостаточно лояльна. Им нельзя было стареть. В 22 — увольнение. Лучшую часть молодости они оставляли в этих стенах. А что случалось потом, знали лишь те, кто выжил. И мы расскажем об этом позже. А пока... По воспоминаниям бывшего повара семьи Кимов, Кенджи Фудзимото, Ким Чен Ир устраивал банкеты с участием батальонов радости. После еды следовали танцы, а затем уход в личные покои. Все было заранее расписано. После ужина девушки выстраивались у стены в линию. Генералы, партийные боссы, личные друзья Кимов выбирали глазами. Указал пальцем. И она твоя на ночь. Иногда на неделю. Иногда навсегда. Из рассказа перебежчика Чан Ин Нам. На одной вечеринке я видел, как офицер заказал сразу 3. Он смеялся, говорил, что заслужил. Девушки же не смеялись. Перед мероприятием девушек инструктировали. Не задавать вопросов, не смотреть в глаза, делать все, что скажут. За малейшее сопротивление — наказание. Были случаи, когда девушек заставляли принимать алкоголь до потери сознания. Одна из сбежавших рассказала, что у них был день веселья, когда генералы устраивали конкурс на лучшую забаву. Девушки вынуждены были выступать в роли персонажей, петь, танцевать, изображать сценки. Те, кто не понравился, получали повторный шанс в личных покоях.
Свидетели описывали, что сами офицеры не называли это сексом. Они говорили получить аудиторию, отдохнуть со сопровождающей, встретиться по личному распоряжению. Этим словам придавали тон политической важности, якобы это часть внутреннего этикета. Якобы все добровольно. Но каждая из тех девушек знала, отказа быть не может. Сбежать было почти невозможно. Территории охранялись, двери запирались, персонал подчинялся напрямую отделу номер 39, структуре, которую боялись даже генералы. Но Михян рискнула. Это случилось в 3-м году ее службы. Михян сбежала в ночь, когда охранник уснул. Это был ее 3-й год в Кипумджо. До этого были побои, сломанные ребра, унижение. И тогда она решила: лучше умереть в снегу, чем вернуться в комнату, где каждый день насилие. Я выбралась через заднюю дверь кухни. На мне были только нижнее белье и халат. Я бежала босиком по снегу. Бежать босиком по снегу все равно, что по лезвию. Я не знала, куда иду, лишь бы подальше. Пряталась за забором, пролезла в щель между складами, добралась до проселочной дороги. Там ее приютила крестьянская семья. Они дали еду и одежду. Но когда узнали, кто она, выгнали. Говорили, что за нее могут убить всех. Следующие недели она пряталась под мостом, жила на сырой рыбе, спала в мешке из-под риса. Через 2 месяца ее все же нашли и задержали. Но чудом отпустили, сочтя за бродяжку. С этого момента она скрывалась под чужим именем. Только спустя 6 лет Михян пересекла границу с Китаем. Оттуда в Лаос, Таиланд и, наконец, в Южную Корею. Там она впервые рассказала свою историю. На камеру. Публично. Я молчала, потому что боялась. Сейчас я говорю, чтобы другие знали, чтобы они не думали, что это выдумка. Это правда. Мы были как куклы. Нас прятали и выпускали только когда нужно. История Ми — одна из немногих, которые стали известны миру. Большинство девушек остались внутри системы. И пока Михян говорила, за стенами Пхеньяна кто-то уже готовил новых девочек. Они видят, как забирают девочек. Они знают, что происходит в закрытых домах. Но никто, ни родные, ни соседи, ни учителя не говорит ни слова. В Северной Корее молчание — это не слабость, это инстинкт выживания. Любое слово против системы — это не просто риск, это смертный приговор. Не только тебе, но и всей твоей семье, твоим детям, соседям, даже коллегам. Так работает принцип коллективной ответственности. Это главный инструмент режима. Родители тех, кого забрали, не пытаются искать. Они не задают вопросов. Им могут даже не сказать причину, только намек, что дочь отправлена на службу партии. Этого хватает, чтобы закрыть рот навсегда. Бывшие преподаватели, которые видели, как их учениц забирают в Кипумджо, позже рассказывали: мы понимали, куда они идут. Но если бы я сказал хоть слово, меня бы больше никто не увидел. Женщины внутри отрядов тоже молчат. Потому что понимают, даже если они сбегут, за ними придут. Или за их матерью, или за младшим братом. Так система убивает даже способность сопротивляться. Молчание стало частью ДНК нации. Оно передается через страх, боль и память. И каждый, кто молчит, делает систему еще сильнее. Но, как вы понимаете, даже в этом гробовом молчании находились те, кто рисковал и говорил. Иначе откуда бы мы все это узнали? Некоторые участницы батальонов удовольствий не оставались в отрядах. Их закрепляли за конкретными чиновниками, высокопоставленными офицерами, министрами, приближенными к Киму. Это называлось персональное прикрепление. Формально такие девушки числились как помощницы или обслуживающий персонал. Но фактически они становились наложницами. Их жизнь была полностью изолирована. Никаких документов свободы передвижения или возможности отказаться. Девушка просто переходила в собственность высокопоставленного лица. Все, что от нее требовалось — быть послушной. Когда надоест, ее возвращали в отряд. Такие случаи описывали перебежчики. Одна из девушек вспоминала: я жила в отдельной комнате. Была красивая мебель, еда, даже радио. Но я не могла выйти сама. Только когда он приходил, мне сказали: ты подарок, ты должна вести себя как подарок. Иногда такие закрепления длились месяцами или годами. Девушки не знали, что будет завтра. Все зависело от настроения и приказа хозяина. Интимность таких связей могла использоваться как инструмент давления. Девушки намекали, что если она не будет послушной, ее вернут в основной батальон, где условия были еще хуже. Некоторые даже не знали, живы ли их родители. Им запрещали писать письма и получать новости из дома. Жизнь таких девушек была похожа на золотую клетку. Формально у них было все: отдельные комнаты, еда, одежда, даже косметика и книги. На деле это был тотальный контроль. Двери запирались снаружи, окна тонировались или закрывались шторами. За каждым шагом следили охранники и служанки, которым тоже было запрещено разговаривать с прикрепленной. Одной девушке в первый же день в новом доме сказали: не спрашивай, не отвечай, живи тихо.
Ее основная задача — быть готовой в любой момент. Иногда хозяин мог не приходить неделями, а потом вдруг вернуться ночью и ждать, чтобы она сидела и слушала, как он играет на пианино. Многие из девушек не знали, куда отправляются. Им говорили: «Тебя перевели на важную службу». Некоторые думали, что это повышение. Только спустя дни или недели они начинали понимать, что произошло. Иногда хозяева привязывались. Девушек могли держать по 2-3 года. Кто-то заводил с ними детей. Но ребенок, рожденный от такого союза, не регистрировался официально. А мать иногда ее просто вывозили. Иногда исчезала бесследно. Сам факт родов считался утечкой. Такие истории почти не фиксировались документально, все держалось на страхе и негласных правилах. Единственное, что оставалось у девушки — подчинение и молчание. Что происходило с теми, кого списывали из Кипумджо, об этом известно меньше всего. Служба в батальонах удовольствий не была пожизненной. Для большинства девушек она заканчивалась в 20-23 года. Это называлось освобождением от обязанностей. Формулировка звучала почти официально и даже нейтрально, но за ней скрывалось одно: девушку просто выталкивали из системы, не объясняя, как ей жить дальше. Перед уходом их вызывали в кабинет. С ними проводили короткий разговор. Им напоминали, что все, что они видели и пережили, является государственной тайной. Подписывались бумаги о неразглашении. Смысл был такой: ты никогда не расскажешь, где была и что делала, даже матери, даже мужу, если он появится в твоей жизни. Некоторым выдавали символическую компенсацию, иногда предлагали помощь с трудоустройством. Обычно это означало работу вдали от крупных городов, без контакта с людьми: фабрики, склады, подсобные помещения. Места, где не задают вопросов и не интересуются прошлым. Возвращение домой редко было радостным. Девушки возвращались другими, замкнутыми, напуганными, с нарушенным сном и постоянным ощущением угрозы. Родные видели перемены, но не спрашивали, потому что спрашивать было опасно и для нее, и для всей семьи. Многие бывшие участницы рассказывали, что после увольнения чувствовали себя полностью сломанными. Они не понимали, кто они теперь. Им было запрещено говорить о прошлом, но именно это прошлое определяло все их состояние. Некоторые начинали избегать людей, другие пытались уехать в глубинку, где их никто не знал. Были и те, кто не выдерживал и пытался покончить с собой. Одна из перебежчиц позже говорила: «Когда меня отпустили, я думала, что это свобода, но оказалось, что это пустота. Мне нельзя было ничего рассказать, нельзя было плакать, нельзя было объяснить, почему я больше не могу быть прежней». Именно поэтому многие из них говорили: батальон удовольствий не заканчивается в момент увольнения. Он остается внутри навсегда. Жены партийных боссов, военных генералов и даже членов ближайшего круга кимов знали об этом. Кто-то прямо, кто-то через слухи, кто-то потому что видел девушек, выходящих из особняков, в которых только что проходили закрытые приемы. Эти женщины не были наивными, но делать с этим они не могли ничего или не хотели. Во-первых, статус мужа — это безопасность, стабильность, еда, привилегии. Женщина даже при всех своих знаниях оставалась в подчиненной позиции. Жаловаться на такие вещи означало подставить под удар не только себя, но и всю семью. В КНДР это работало особенно жестко. Слово против системы — это обвинение в нелояльности, а нелояльность — это уже предательство. Во-вторых, многих устраивала их роль. Они знали, что у мужа есть молодые, но молчали, потому что боялись стать неудобной и замененной. Были случаи, когда жен просто отправляли в провинцию, а на их место приходили новые, более подходящие по статусу или внешности, по поведению. Особенно в окружении Кима, там, где женщины подбирались как аксессуары. Случались исключения, когда женщина пыталась заговорить, донести, пожаловаться. В истории такие случаи почти не фиксируются, потому что заканчиваются одинаково. Женщина исчезает и теряет все. Поэтому большинство выбирало стратегию молчания, даже если знали, даже если ненавидели. Одна из перебежчиц рассказывала, что видела, как жена генерала стояла у окна, наблюдая, как ее муж выходит к машине с одной из девушек. Она не сделала ничего. Просто стояла, пока дверь не захлопнулась, а потом пошла варить ужин. Система Кипумджо устроена так, что даже те, кто в ней участвует, до конца не понимают масштабов. Но есть люди, которые знали слишком много. Те, кто занимался отбором девушек, кто охранял дома, кто водил машины с занавешенными окнами, кто поднимал бокалы вместе с генералами и слышал, о чем они шепчутся. Иногда это были медсестры, проводившие осмотры, иногда водители, подвозившие девушек, иногда женщины, работавшие внутри дворцов, уборщицы, повара, массажистки. Кто-то из них слышал разговоры, кто-то видел лица, кто-то просто слишком хорошо знал распорядок. И если такой человек начинал проявлять беспокойство, задавать вопросы или, что хуже всего, открывал рот, он исчезал.
Перебежчики рассказывают, что внутри Кипунго и вокруг него действовало негласное правило. Знаешь много — молчи. Заговоришь — забудут, что ты существовал. Были случаи, когда охранник, прослушав слишком длинный разговор, через неделю отправлялся в перевоспитательный лагерь. Или когда медсестру находили мертвой по причине несчастного случая. Подробностей никто не узнавал, всем было все и так понятно. Страх работал лучше любой инструкции. Те, кто был рядом, но не был в центре событий, понимали: безопасность в слепоте и молчании. Лучше не знать. А если уже знаешь, делать вид, что не знаешь. Только так можно остаться в живых. Наконец мир узнал об ужасах этой системы. И что же дальше? Что-то изменилось? Когда первые рассказы перебежчиков стали появляться на южнокорейских телеканалах и в западных СМИ, многие подумали: вот, правда всплыла. Теперь все изменится. Но реальность оказалась сложнее. После того, как рассказ Михян и других участниц попал в открытый доступ, начались попытки получить подтверждение от правозащитных организаций. Южнокорейские журналисты искали свидетельства, разворачивая репортажи. А ООН включила в доклады разделы с упоминаниями о сексуальной эксплуатации женщин в КНДР. Но что произошло дальше? Во-первых, сами женщины, ставшие известными, столкнулись с новым давлением. Находясь уже в безопасности за пределами КНДР, они получили угрозы от агентов режима, попытки запугивания, попытки дискредитировать их слова. Те, кто думал, что правда будет услышана, узнали, что мир может слушать, но не обязательно слышать. Во-вторых, появились попытки классифицировать эти свидетельства как неподтвержденные слухи. Даже организации, публикующие отчеты, подчеркивали, что прямых официальных документов от самой КНДР нет, только рассказы людей, которые смогли выбраться. И это привело к парадоксу: чем громче мир говорит о проблеме, тем сильнее режим КНДР закрывает доступ. Дипломаты перестали выпускать новые репортажи. Журналисты, вернувшиеся из Пхеньяна, стали осторожнее в формулировках, и истории о батальонах удовольствий снова ушли за занавес.